Так, ну пусть еще подрастут. А здесь как прекрасно они выросли. Прямо вымахали. Каждый день вытягиваются. Так, здесь проволока получается ниже, чем узел. Проволоку немножко вот так вот вниз натяну и подвязываю желательно под листик. Вот так. И тогда он будет лучше держаться. Не будет тогда сильно гулять. Здесь не подрос еще. А вот тут побег немножко вот так вот вытягиваю. И вот так вот раз топинером, подвязочником. Этот не подрос еще, пусть. Здорово. Как хорошо помогает топинер в этой работе. Все быстро. Так, эти побеги еще коротенькие. А вот еще здесь у нас два побега. Подвяжем. В принципе, очень хорошо. План работ на винограднике в июне месяце. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Как вы поняли, июнь уже начался, солнце прекрасно греет, прогревает, побеги растут как на дрожжах. И сегодня мы постараемся рассказать вам об основных видах работ в июне. Ну что, давайте все по порядку. Итак, первое, как вы поняли, это активная подвязка зеленых побегов к уже к третьей проволоке мы подвязываем. Хотя я вижу, некоторые даже выше выросли. Ну, не суть. Итак, каждый день с утра мы встаем пораньше, пока жары нет, обходим весь виноградник при помощи топинера, подвязочника и подвязываем зеленые побеги. Теперь, что же дальше? В брошюре «Календарь для виноградника» второй пункт – полив и подкормка. Если в вашем регионе нет обильных дождей, пролейте кусты. Сейчас нашим кустам нужна влага. Они должны вегетировать, расти, набирать зеленую массу. И как никогда сейчас нужна им влага. Сколько воды дать? Ну, мы никогда не меряем этот объем. Кинули шланг под куст, вот залили, допустим, сколько вместится, пока не выльется за борт, столько и поливаем. Подкормки. Какие подкормки можно использовать сейчас? Мы давали недавно азотное удобрение, это коровий навоз. Второй раз мы не будем, потому что много азота дать, потом плохо будет влиять на вызревание лозы. Мы один раз подкармливаем азотными удобрениями. Если вы еще не кормили азотными удобрениями, коровиком, то можете эту процедуру сделать сейчас вместе с поливом. Пользуясь случаем, отвечу на один часто задаваемый вопрос. А можно ли вместо коровьего навоза использовать аммиачную селитру? Вы знаете, кто-то использует, кто-то активно использует. Мы попробовали на нашем винограднике всего лишь один раз и сказали себе: стоп, больше так делать не будем. Почему? Потому что начинают наши побеги жировать, активно расти. Лоза становится жирующей и толстой и плохо вызревает. Поэтому от аммиачной селитры мы отказались. То есть один раз попробовали и отказались. Если вы хотите применять, это личное ваше дело. Кстати, применяли немного, буквально, не знаю, грамм 20 под куст, взрослый куст. И это отрицательно повлияло на наши кусты. Поэтому мы отказались. Идем дальше. После полива, конечно, в идеале пройти по всему винограднику вместе с тяпкой или какой-то рыхлилкой и взрыхлить почву. Называется аэрация почвы. Чем лучше корневая система будет дышать, то есть кислород туда будет попадать в воздух, тем лучше будут расти наши кусты. Особенно этот прием в ней нуждаются наши молодые, вновь посаженные саженцы. Поэтому делайте аэрацию и увидите результат. Идем дальше. Зеленые операции – это пасынкование. Что такое пасынок, как мы уже раньше говорили? Это боковой побег, который выходит из пазухи листа и растет сбоку. Боковой побег, пасынок. Удалять или не удалять? Мы проводим пасынкование, но к этому вопросу относимся серьезно. Если я скажу, что активно надо все удалить, это будет неправильно. Если я скажу, что надо оставить, это тоже будет неправильно. Вы знаете, снимем отдельный ролик, наверное, будет следующий ролик,
усики и пасынки, удалять или не удалять, и какие удалять, и так далее. Постараюсь все подробно рассказать и объяснить. И вот, кстати, усики тоже, посмотрите, длинные, растут, вот они. Убирать их или нет. Снимем отдельный ролик и расскажем. Идем дальше. Вторая профилактическая обработка перед цветением. Ну вот, смотрю на наше соцветие, формируется, растет, но до цветения еще далековато. Перед тем, как они начнут цвести, за 2-3 дня мы сделаем вторую профилактическую обработку. Наверное, вы думаете, а как я узнаю, когда они начнут цвести? Вот подойду к Юпитеру. Вот Юпитер как только начинает цвести, это сигнал к тому, что остальные столовые сорта начнут цвести. И я начинаю обрабатывать. Технические сорта на вино, они обычно раньше цветут, чем начинает цвести столовый виноград. И мы делаем профобработку. Тоже постараемся снять отдельный ролик и все вам показать. Идем дальше. Следующий основной вид работы на нашем винограднике – это уход как за школкой. Это черенки, которые мы посадили весной, чтобы к осени мы имели однолетние саженцы. И также уход за прививками. Что касается однолетних саженцев, то есть школки, их нужно нормировать, то есть мы оставляем обычно один побег, лишнее выламываем. А по мере роста их также нужно подвязывать, нужно также лечить, поливать с периодичностью, то есть тоже нуждается в уходе и тоже отнимает много сил и времени. А что касается прививок, где-то в конце мая мы сделали прививки. Немного, ну где-то порядка 120 прививок. Больше 50 сортов. И тоже эти кусты нуждаются в уходе, в частом поливе, по мере роста в подвязке. И когда откроются листики, 3-5 листиков появится, первая профобработка будет прививок, чтобы они не заболели. Как видите, тоже много работы как на школке, так и на прививочных кустах. Хорошо, что дальше? Здесь в брошюре мы написали «Уход за молодыми саженцами». Многие из вас, вы приобретаете молодые саженцы и посадили их на постоянное место. Они тоже нуждаются в уходе. Вы знаете, мы сняли отдельные ролики, как ухаживать за молодыми саженцами. Но это как маленькие дети в семье. Они нуждаются в большем внимании, не так ли? Поэтому ссылки сейчас видите на экране. Ссылки на эти ролики. Пожалуйста, посмотрите эти ролики. И советы, которые мы вам даем, они проверены временем. И на практике мы их уже испытали. Поэтому следующий вид работ – это уход за молодыми саженцами. На нашем винограднике постоянно идет ротация, что-то уходит, что-то приходит. И лунки будем копать, сажать новые саженцы. Только руки дошли до этого. Много-много новинок нам придется посадить тоже в этом году. И еще одна тема – чистота и порядок на винограднике, борьба с сорняками. Тоже много комментариев. Вы спрашиваете, а как получается, что у нас тут чисто? Мы не пользуемся раундапом, торнадо или и так далее. Мы этими препаратами не пользуемся. Тяпка, перчатки и руки. Все, вот что помогает нам поддерживать чистоту и порядок. Как дождик прошел, сорняки поднимают голову. Берем инструменты, тяпку, ведро, перчатки и пошли. Где-то можно вырвать, где-то тяпкой пройти. И так поддерживаем чистоту и порядок. В междурядьях дорожки мы постелили агротканью. Это называется застилочная агроткань. Срок службы у нее 5-6 лет, как заявляют авторы, но уже лет 5 у нас она лежит, и мы очень довольны. Здесь в данном случае ширина этих дорожек небольшая, где-то метр с лишним, 1,10 м, кажется, у дорожек. И прекрасно они работают. Пошел дождик, и мы можем хоть сразу выйти и пройти по чистому коврику. Очень удобно. И уменьшает площадь работы борьба с сорняками. То есть не надо здесь пропалывать, протяпывать и так далее. Ни муравьи, никто нам не мешает. Ни улитки, ни гусеницы, как иногда вы спрашиваете, кто-то заводится. Никто там не заводится. Все прекрасно, и мы очень довольны.
Ну что, давайте здесь остановимся. Безусловно, работы много, еще другой сопутствующий. Если я сейчас напишу все виды работ, наверное, этой брошюры не хватит, то есть места здесь не хватит. Мы здесь написали основные виды работ, а здесь дальше вы можете делать свои заметки. Когда вы сделали полив, когда сделали обработку и. То есть все виды работ свои делаете. И даже эта шпаргалка вам поможет как в этом году, так и в следующем году. Вы будете открывать и смотреть. Так, в прошлом году я делал обработку такого-то числа, а в этом году такого-то. Мы отстаем или идем с опережением? И даже эта информация тоже интересна будет для вас. Кстати, ссылку на брошюру мы оставим в описании к этому ролику. И в конце хочу тоже сказать несколько слов тем, чей виноградник пострадал от возвратных заморозков. Да, вы, наверное, смотрите и думаете, сколько здесь побегов, так хорошо, а у вас кусты пострадали. Вы знаете, конечно, жалко, обидно, неприятно, но что делать? Это не самое страшное в жизни человека. Виноград очень живучая культура. Он восстановит себя, и все будет хорошо в следующем году. А в этом году старайтесь от головы куста формировать новые рукава, новые плодовые стрелки. Этот год нужно потратить или использовать для того, чтобы сформировать заново куст. Поэтому не опускайте руки, формируйте куст, а в следующем году надеемся, что весна не будет такая жестокая, как в этом году, столько было возвратных заморозков, и у вас все получится. Давайте будем заканчивать наши съемки, чтобы ролик не был большим. Спасибо вам, что вы подписаны на наш канал. Спасибо новым подписчикам, которые присоединились к нашему каналу, и вы смотрите наши ролики. Как обычно, хотим пожелать самого доброго, крепкого здоровья лично вам и вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Успехов! А я пойду дальше подвязывать.